Зрители, подписчики, добрый день. Начинается у меня движуха. В общем, с утра сейчас полетел. Надо поехать поискать сетку с нержавейки. Сейчас я просто за рулем еду. Вот, поехал, значит, поискать сетку с нержавейки. Ну, поняли, что мухи там, всякая фигня, не стрекозы, комары, блин. В общем, сейчас еду в магазин, посмотрю, почем эта нержавейка. В общем, эта сетка мне нужна метр на метр. Купил еще эти заклепки. Заклепки взял алюминиевые, Волга, что там еще, ГАЗ, что-то ВАЗ, МАЗ, ЗАЗ. Вот. Ну, чисто алюминиевые, потому что такими со степлера их клепать смысла нету, не отгнивают. Хотя это все быстро, там пощелкал и все. Вот, полоски надо еще заехать купить. Алюминиевые. Ну, в общем, работы, блин, дохерища, ребята. Работы дохерища, блин. Так что сейчас будем смотреть, что там есть, какие сетки, шметки, блин. Там пишут, работа, говорит, уже подходит к финишу. Какой там, ребята, финиш? Там только начало старта, блин. Так что, блин, работы еще там хватит. Вот, ребята, сетки тут. Сеток валом. Надо сейчас что-то выбрать. Сильно тонкую нахрен не надо. Блин. Надо такую среднюю какую-нибудь. Это сильно крупная. Вот это вот ничего так, да? Да ничего, блин. Да и вот, в принципе. Сейчас надо узнать, почем цена. В общем, нормальная тут тема. А вот какой-то кусок у них остаток. Может, они дешевле отдадут. Метр на сколько-то, да? Что, нормальное зерно. Ну, смотрите, ребята, сейчас почем труба на глушаки. 101, стенка двойка. 1800 вы сказали, да, вот это вот 101. А, 4000. 4800 рублей метр. А 104 там у нее стенка тоже двойка. Тоже что-то в районе пятака. Так что вовремя глушак сделал. Вот, ребята, по поводу нержавеечки. Нержавеечка, блин. Сейчас спрашивал, почем листы. Лист двойка. Это тонкая. Где-то у них тут, наверное, в другом месте она стоит. В общем, лист двойка, метр 20. Это тонкая все. В общем, метр 25 на 2,50, 19 тысяч. Листик. И недорого, блин. Вот. Взял я, что сейчас взял? Взял я, в общем, вот этой сетки. Вот. Отличное очко, потому что слишком мелкое. Вот это смотрел, ну и то, вот это 2300 метров погонный. А это трояк. Ну это вообще мелко, она будет забиваться. Это сильно крупная. В общем, вот это вот самая средняя, в принципе, нормально. Отлично, вот такая сеточка. Сейчас отрежут метр. Поеду дальше скупляться. А тут сеток валом вообще любых. Глянь, и вот такая есть там вообще, блин. Все нержавейка. Фильтра можно делать с ней. Вообще там. И крупные, блин. Ну, средний ценник там и 3, 3,5, и 2,5. Вот, кстати, цены. Вот смотрим. Что это у нас? 5 на 0,7, да? Вот крупная вот это, 5 на 0,7. 5 на 0,7, 2500. А я взял вот эту. Это получается... Блять, какая у меня там?
Что-то, блядь, на 0,4. 10 на 0,4. Что такое? Где-то тут есть. Наверное, не 10 там что-то. Или 1. Или 10, непонятно что-то там. 13. Через телефон лучше. На 0,4. Что такая? Может, они вот так пишут. На 0,4. Ну, в общем, надо тут смотреть, блядь. Ну, средняя цена, я же говорю, тут по-разному, блядь. Ну, я ее позвал, она мне показала. Гофры он есть. Так что всякая херня, блядь. Трубы. Да, хапнул я вовремя трубы с нержавейки, блядь. Вон труба на глушак, ребята, смотрите какая, блядь. Ну, ценник пятачок за метр. Вот считайте, я на Интера взял, получается, на Интера у меня пошло 3-4 метра. А вот сейчас просто одна труба будет 20-ка, плюс работа, плюс сама баклуша, плюс поварить. Ну, рублей, наверное, 35 под 40, будьте любезны, если брать вот так. В общем, набрал я, ребята, вот такую сеточку. Вот такую с нержи. Сейчас буду. Взял такие полоски. 2-метровые, алюминиевые. Тут у меня еще такая полоска была. Сейчас ее надо вытереть, блядь, ее. А то ее тут, блядь, жуки обосрали, блядь. Вот. Ну все, сейчас буду мастырить. Производство, как говорится, сетки. Так. Производство сетки. В общем, так все легко и просто. Сейчас приготовил. И буду потихонечку, ребята, сверлить. Струбцинками зажимаю. Все это дело, блин, выставляю. Ну и, в общем, буду клепать. Сейчас надо просверлить и хренячить. Так. Клепаю. Видели, как такими клепочками. Сейчас вот под угол взял подугольник, чтобы она хоть кривая не была, косая, блин. Как машина будет кривая, косая. Вот столкнулся с проблемкой, да, казалось бы, так что там, блин, решетку сделать, блин, гомно. Гомно-то гомно, ее надо одевать вот сюда. Если я ее одену сюда, я то закрою вот это отверстие. Поняли, в чем хрень, блядь? Сеткой-то эту хрень закрою, блядь. Блядь. Вот так вот все засада из засады складывается, блядь. Так. Завис. Завис, ребята. Ребята, это вилы, блин. Блять, все руки попоколол. В общем, все, так я сделал. Сейчас натянул ее. Ну, то есть она натянутая. Сейчас я это все обрежу. Все это подготовлю. В общем, смотрите, вот такими клепками я клепал. Сейчас вам покажу. Волга УАЗ 40 штук. Вот 40 штук у меня осталось 4 штучки. Я брал 2 пачки. Они по 70 рублей. Ну, я на всякий случай брал. Хрен его знает, хватит, не хватит. Сейчас все это я пообрезаю. Буду вымерять, что я тут наклепал. А вот эти мощные, потому что тут толщина 4 штуки получается. Пришлось вот такими грузовыми клепать. Значит, думал вот так наискось еще бахнуть. Но я вам могу сказать, ребята, тут такая фигня, что она вот так вот не гуляет. Вот это все ее держит сетка. Вот. То есть вы поняли, да?
Сезон Якутия меня ждет. Так, в общем, иду сейчас за болгаркой. Сейчас вот это вот все надо подрезать. Все это привести в порядок. И, в общем, как бы все, блин. Вот. Почти полдня ушло, блин. Так. Ну, в общем, замутил я эту решеточку. Вот такая решетка, ребята. Даже с ценником. Вон ценник внизу. Где-то я ее купил. Каких-то америкосов. Вот теперь, сейчас мне задача, как ее, падла, вымерять самому. Как ее вымерять и как она станет. В общем, такая хрень, бля. Так. Что, придется эти все болты нахрен выкручивать. Вот эти, которые идут. Как ее вымерять, падла, блин. Не знаю еще. В общем, натянул я, устал ее натягивать, блин. В общем, такое кино получается. Сейчас буду прикидывать. Пошли, пошли, красавцы. Укропов долбить. Низко. На запад погнали. Еще один он бежит. Нормально. Ребята, сейчас выкручиваю болты, другие закручиваю подлиннее. Так, ребята, такая духовка получается. Сейчас еще пока не накидывал. Сейчас пока что-то выставил, прикинул. Сейчас у меня посмотрим. Опасения, не опасения, блин. Вот там вот угол, вот тот вот, дальний. При открытии кабины, чтобы она вовнутрь заходила. Ниже сделать нельзя, потому что будет цеплять, ребята. Поняли? Цеплять будет. Вот, поэтому сейчас надо все это дело довымерять. Вот такая вот хрень, блядь. Что-то мутить дальше, прикручивать. Да, получается, ребята, дорого, но зато это уже, блин, навсегда. Можно было сетку купить за 300 рублей за метр и менять ее каждый год. А эту уже менять не буду я, наверное, думаю, никогда. То есть ее хватит нержавейка, алюминий, клепки. На долгое время, я думал, должно хватить его. Вот. Вот такая, ребята, тема. Снизу пойдет бампер, там уже в бампере другую надо будет решетку лепить. Посмотрим. Пока закрываем эту часть. Сейчас досверливаю. Дальше лепим. Горбатых стенки. Ну вот, что-то видон вырисовывается. Так. Все, решеточку я поставил. Все четко стало, село, блин. Болты чуть длинноватые, блин. Но нету 55-х. Что-то надо будет придумывать постоянно.
Вот, еще что, значит, будет вот такой звук. Ну, она просто не затянутая до конца. Я думаю, с обратной стороны, чтобы решетка не гуляла, надо будет на двухстороннем скотче полоску прилепить, чтобы она не прислонялась, и все этого звука не будет. Вот так. Такая, ребята, тема получается. Так, что у нас получается? Ну что, теперь надо идти пробовать, сможет ли она повернуться, сможет ли она открыться. Я думаю, должна. Вот я вам за что говорил. За вот эту канитель. Вот. Чтобы она прошла тут. Это я не прикручивал. Чтобы она прошла. Сейчас я возьму треногу. И будем смотреть. Блин, я сейчас все это зашью, блин. Потом это все разбирать, блин. Павлик придет, блин. Как проводку кидать, блин. Охереть не встать. Вот. Здесь прижмется еще. Вот так вот. И все будет в шикардосе. Все будет, ребята, в шикардосе. Так. Ой, блин, че снять эту пленку, че пускай пока висит, блин. В общем, ладно. Так. Сейчас надо идти подымать. Сейчас пойду треногу возьму. И треногой буду смотреть. Самое главное, чтобы она поднялась. И как раз вы увидите, я буду поднимать, чтобы вот здесь не зацепилась. Поняли? Смысл в чем? Ближе нельзя делать. Вот, я имею в виду ниже. Потому что она, когда будет выворачиваться, она может цеплять. Сейчас глянем. Кстати, забыл. Самая интересная тема. Так. А ну сейчас посмотрим. Вылезет она, не вылезет. Надо что-то либо как-то его подогнуть. Так, щуп вылазит. В принципе, ребята, в принципе вылазит. Вот, но что тут еще надо замутить будет? Видите, вот эта фигня здесь не упирается, а здесь в сетку упирается. Ее можно будет порвать. Вот. Здесь вот херня, блин. Херня. Чтоб сетку не порвать. Пу-пу-пу-пу-пу. Блять. Опять какая-то засада. То, что тут щель, это понятно. Это она сейчас. Это она вот так вот зажмется, затянется. В общем, вот эту хрень надо срезать, блядь. А то она попорвет ее, блядь. Вот. Испоганит. Так. Так. Что у нас тут по низу? По низу она, блин, сюда упирается. Но все равно ее надо. Ребята, там упирается, падла. А тут сверху ни хрена. Начнешь закручивать, она даванет. И ничего хорошего не будет. Так. Тут еще вот это все отдирать надо, блин. Решетка мертвая, блин, наглухо, блин. Так. В общем так. Пошел я поднимать потихоньку.
хера не происходит, да? Ничего не происходит. Нормально. Здесь проходит. Тут еще пока не достает, но сейчас глянем. Еще нет. Ну, я вам скажу, отлично. Еще не достает, согнуться она не согнется. Вот, сейчас. То есть здесь она прошла. Вот, здесь, в принципе, отгинаться не будет она. Вот, значит, смысл такой. Если, конечно, какой-то грандиозный шухер либо ремонт, да хотя она может быть и будет мешать. То есть вот это расстояние будет мешать. Но так она радиатор чуть закрывает. Вот. Сам смысл всей этой канители, кабина поднятая. Мне самое... Сейчас вытащу. Вот. Самое интересное, что на стопор она стала уже. Вот, то есть расстояние, ребята, здесь совершенно предостаточно. То есть заходить работать здесь можно. Хоть в топливное подобраться, хоть туда дальше провода пихать. Вот, да, если кабину задирать совсем полностью, то, соответственно, она, наверное, будет мешать. Ну, с другой стороны, зачем мне кабину открывать полностью? Не вижу в этом надобности. А если понадобится полностью ее откинуть, вот, в принципе, она вот так открывается. Сейчас я вам покажу. Она открытая. Доступы везде есть, со всех сторон. Вот. Сейчас вот это надо мне сейчас. Порвала я, ну нахер, блин. Столько работы. Вот. То есть здесь спокойно доступ есть. Хомуточки я уже эти поставил. Вот. Здесь доступ к лампочек. К этой фигне спокойно. К этой фигне, к тросикам. К маслу. К шлангам. Вообще не вижу проблем. Блять, заебали эти комары, блин. Вот. То есть проблем, ребята, я не вижу. Доступ сюда. Вот. Сюда, коробки, к ПГУ. Спокойно можно достать тем же самым шлангом.
Так что я думаю, ни хрена тут особого не надо. Вот и все, в принципе, блин. Блин, решетка мне это не нравится. Просто труба, блин. Я имею в виду, это мертвая. Я ее сейчас почищу. Во-первых, пальцы попалил. Надо сейчас отодрать вот этот черный этот. Может, попробовать ее заполировать, но посмотрим, что будет. Так что, ребята, в принципе, нормально. Выше мне ее поднимать не надо. Так она открывается. Ну, в любом случае, тут еще есть зазор. Вот, так что, если что-то, где-то, как-то. Вот. Тут она проходит. Просто надо будет снимать эту фигню, если откидать полностью кабину. И убирать решетки. И все. А так, в принципе, она открывается. Ничего тут сложного нема. Так что работать можно. Доступы есть. Вот. Сейчас приподнимем еще кабину. То есть проблем нет. Так вот открываешь. Костылек этот чпок. Все. Проверенный, кабина стояла, ничего с ней не происходило. Вот. Ну, все, блин. Сейчас надо будет что поустранять. Отмывать решетку и устранять вот эти с той решеткой косяки. И все. И как бы, ребята, все. Щуп в принципе достается. Блин, надо было чуть-чуть там в сторону его, там крепление было, надо было просто подогнуть. Но я уже кабину сейчас поднимать не буду, сейчас опущу. Шланги нет, не лежат в своем месте. Ну все, проходит, заходит. Все нормально. Там я убрал, чтобы фару не давило. Вот. Там я убрал. Ну и с этой решеткой. Решетка. Сейчас химию надо пробовать ее, блин. Вычухивать. Тяга стоит, эта жигулевская. Ну все, она защелкнулась. Никуда она нахрен не денется. Так. В общем, чё? В общем, испытание прошло вроде как нормально. Вот. Но. Что я говорил, что мне не нравится. Надо сейчас решетку приводить в порядок. Решетку. Здесь пойдет бампер. Вот. А в этой части можно будет за эту решетку резину херякнуть, блядь. По вот этот уровень, вот так вот. Вот. Там еще какие-то тигры что-то рассказывали, что сюда не подлезть. Вот спокойно сюда залазит. Да. И шприцуется. Вообще проблем не вижу. Так, ладно, этих тигров в задницу. Ну так, ребята, что я хочу сказать. Сейчас вот это надо, блин. Надо убирать ее, а то она сейчас мне коцнет ее.